Добрый день, дорогие мои! Сегодня я хочу вам показать вот такой вот цветочек. Я вам уже показывала урок, как делать. Да? А теперь я хочу показать вам, как этот цветочек можно дополнить вот такими вот элементами, вот простыми завитками. Вот отдельно такой завиточек, который я связала уже для вот этого цветка. И сейчас я покажу вам, как связать второй. Завиток вяжется очень легко, и его основа составляет шнур-гусеничка на 40 столбиков. Делаем первую петлю. Теперь сделайте 2 воздушных петли. 1, 2. Теперь во вторую петлю от крючка вводите крючок, сделайте столбик без накида. 1, 2 приема. Теперь смотрите, поворачивайте вот так. И вот здесь вот сбоку должна быть петелька. Вводите в нее крючок. Делайте еще один столбик без накида. Вот, получился. Теперь смотрите. Снова поворачивайте. И теперь уже у вас вот здесь вот сбоку видно 2 петельки, под которые нужно ввести крючок. Вот 2. Вот начиная с 3-го и последующие столбики вы уже будете вязать, вводя крючок под 2 вот эти петельки. 1 и 2. 2 приема. Поворачиваем. Следующий столбик, 4-й. Тоже под 2 боковые петельки. 1, 2. Снова повернули, под 2 петельки ввели крючок и сделали столбик без накида. 5. Повернули. 6. И вот так продолжайте вязать, пока не сделаете 40 столбиков без накида. Итак, вот гусеничка из 40 столбиков готова. Теперь нужно сделать завиток. Теперь будем выполнять вот эту вот часть завитка, скругление. Вот смотрите, сбоку гусенички есть такие вот петельки. В каждую последовательно вводите крючок и вытягивайте одну петлю. 1, в следующую петлю вытянули, оставили на крючке 2, в следующую петлю 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот смотрите, 8 раз вы вытянули петлю на крючок. Теперь поднимайте рабочую нить и постарайтесь аккуратно протянуть ее через все петли на крючке. Очень аккуратно. Вот так. И у вас получается вот такой вот завиток. Рабочую нить поднять и провязать. Теперь смотрите, для того, чтобы этот завиток закрылся и стал кругленьким, я ввожу крючок вот в эту вот петлю. Я ввожу крючок вот в эту вот петлю, протягиваю рабочую нитку через вот эти вот петли. Теперь снимите вот эту петлю, ввожу крючок вот в эти 2 крайние петельки, вот на завитке, ввожу крючок в снятую петлю и тоже ее протягиваю через краешек вот этого завитка. И теперь завиток вот так вот подтянулся, и круг как бы замкнулся. И теперь еще раз вот так вот закрепляем рабочей ниткой вот так вот еще раз. Все. Теперь вот такой вот кружочек, он получился как бы замкнутый. Не полукруг, а замкнулся в кружочек. Теперь нужно связать вот эту вот обвязочку. Вот эту вот обвязочку нужно связать. Она
Вот совершенно простенькая. Сейчас я вам покажу. Очень легко и просто ее делать. Так, берем, делаем 3 воздушных петли. Одну мы уже сделали, 2, 3. Поворачивайте завиток и вводите крючок в следующую петлю на завитке. Вот, нашли петлю, вводите вот эту вот и делайте глухую петлю. Ногтиком придерживайте цепочку из 3 воздушных петель и делайте глухую петлю, она закрепит вашу цепочку. Снова делаем 3 воздушных петли, 1, 2, 3. И в следующую петлю вводим крючок и делаем глухую петлю. Снова 3 воздушных петли, 1, 2, 3, 3. И глухая петля в следующую петлю. Вот. Снова 3 воздушных, 1, 2, 3. И глухая петля в следующую петлю. Я себе запланировала сделать 12 таких вот пикошек. 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, следующую петлю глухая, 10, 1, 2, 3, 11, 1, 2, 3, 12. Вот у меня на скруглении получается 12 таких вот пико. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше продолжаем вязание немножечко другим способом. Вот глухую петлю сделали. Теперь после глухой делать одну воздушную и в следующую петлю одну глухую. Вот так вот. Опять одна воздушная и в следующую петлю одна глухая. И вот так вот до конца ряда продолжить делать такую вот обвязочку. Одна воздушная в следующую петлю, одна глухая, одна воздушная и одна глухая, одна воздушная и одна глухая. Аккуратненько старайтесь. Одна воздушная, одна глухая, воздушная, глухая. Я тут уже не считаю, сколько их получится. Просто до конца ряда довязать. Все, довязали. Теперь ниточку оставьте сантиметров 12 и обрежьте. И протяните ее через последнюю петельку. Все. Вот смотрите, второй завиток такой готов. Вот один завиток, второй. Вот у вас готовы 2 таких завитка. В принципе, такими завитками можно украсить, ну, как бы дополнить любой элемент, не только цветочек. Эти завитки нужно теперь просто пришить. Вот одну ниточку, ну, которая покороче получилась, нужно просто закрепить. Протяните ниточку в иголку и просто закрепите край нитки под столбики гусенички. Вот так вот просто протяните. Сделайте еще один стежок. И этого достаточно. Ниточку можно обрезать. Вот. Теперь заправьте в иголку вторую ниточку. Теперь второй ниточкой нужно пришить наш завиток к выбранному месту на элементе. Да, вот берем любой элемент, к которому мы хотим прикрепить этот
завиток. Пришиваем его в соответствии со своим художественным замыслом. Да? Пришить нужно всего лишь 2-3 стежками с изнаночной стороны. Вот так вот за 1-2 петельки подцепили иголочку. И точно так же на завитке за крайние петельки вот так вот ввести иголку. Вот. Один стежок сделали. И еще один рядышком. Вот все. Смотрите, ваш элемент прикреплен. И у вас получился цветочек с дополнительным усиком. Да? То есть элемент уже стал более интересным. Ниточку, как обычно, закрепите где-нибудь с изнанки под столбики, чтобы она у вас не выдергивалась. 2-3 стежка. Этого обычно вполне достаточно. Хвостик спрятали. Ниточку обрезали. Со вторым завитком поступайте точно так же. Выберите ему место, где вам нравится его прикрепить. У меня это будет между лепестками. И закрепите второй усик аналогично. Итак, второй элемент с усиками или с рожками готов. Когда вы их будете выкладывать, вы можете поиграть, сделать грустного барашка, веселого задорного. Ну, то есть рожки, они как бы немножечко мобильные. Это позволит вам более удачно расположить ваши элементы в вашем изделии. Желаю вам творческих успехов. До свидания.